Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами суббота, 5 февраля, и мы сегодня в этом видео уделим внимание и дадим определенные советы и рекомендации на этот день. Да, суббота у многих выходной день, но все же сегодня рекомендуем обязательно помыть полы в доме и сказать волшебные слова для того, чтобы не только обновить энергетику, но и привлечь энергию достатка и благополучия в свою жизнь. Обязательно прослушайте это видео от начала до конца, будет очень много полезной, важной и нужной информации. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, сегодня суббота, 5 февраля, и давайте с вами уделим внимание полноценному отдыху, в то же время избегая важных дел. И сегодня воздержитесь, постарайтесь воздержаться от путешествий, от сделок с землей, недвижимостью. Также, если возникают именно в субботу, 5 февраля, какие-то срочные вопросы, не бегите их решать, потому что на протяжении всего пути будут появляться какие-то постоянно непредвиденные препятствия, и в сроки, к сожалению, вы не уложитесь. Сегодня откажитесь от медицинских операций, а также воздержитесь и от посещения больных, для того, чтобы не взять на себя чужое заболевание. А вот удачные часы, которые нейтрализуют плохие влияния и благоприятно в это время обращаться за помощью, время будет с 12 часов 15 минут до 16 часов 10 минут. Друзья, напоминаем всем московское время. Сегодняшний день не подходит для активности рожденным в год Козы. И, друзья, 5 февраля по лунному календарю нас с вами ждет 5 и 6 лунный день. День сам по себе вполне позитивный, но желательно постараться все-таки, как мы уже сказали ранее, провести его в покое. Сегодня занимайтесь своими обычными делами. Сегодня до 13 часов 40 минут по московскому времени обращаем ваше внимание, это время, когда вы можете уделить внимание каким-то первым шагам в своем бизнесе или в своей работе. Например, возможно, вам какие-то нужно прочитать инструкции, законодательную базу. Также очень хорошее время для переезда в новый дом, в офис. А также, если вы будете решать вопросы, но именно только связанные с бизнесом или связанные с финансовой деятельностью. Но в то же время не ждите каких-то быстрых результатов и старайтесь не делать резких и рискованных действий, потому что вы в первую очередь сами для себя должны определить цель, задачи, но и в то же время запастись терпением и посвятить день спокойной и размеренной работе, которая направлена на долгосрочный результат. И обращаем ваше внимание, вот те семена, это мы здесь имеем в виду и ваши задачи, желания, возможно, какие-то идеи, которые вы посадите сегодня, в самом ближайшем будущем дадут хорошие и достаточно прибыльные результаты. Также сегодня многие из нас уже 5 февраля почувствуют прилив сил и энергии, поэтому вы уже можете думать о том, как вы можете достигать тех или иных целей. Если у вас выпадает случай сегодня постоять за честь и достоинство ближнего человека, используйте эту возможность, но без гнева, пожалуйста, и агрессии, а руководствуясь только здравым смыслом. Конфликты и конфронтации сегодня вредны. Вторая половина дня благоприятна для расслабления, для того, чтобы заняться творчеством, пообщаться и вообще выпить хорошую чашку чая и поговорить о том, о сём. Как мы уже говорили, сегодня у нас суббота и это день Сатурна, поэтому сегодня одежда черного, темно-синего цвета может сосредоточиться вам и помочь вам в принятии правильных, осознанных решений. Обращаем ваше внимание, что сегодня благородный символ этого дня – единорог, который нам говорит о честности, о справедливости, о непоколебимых принципах, которые нужно сегодня отстаивать. Воины правды, борцы за справедливость имеют огромный успех, и удача будет на вашей стороне.
Сегодня в какой-то степени и день трансформации, поэтому лунная энергия будет направлена на внутренние изменения. В этот день все меняется и развивается, и вы будете ощущать внутри себя процессы обновления. И это очень хорошо, потому что сегодня суббота, мы находимся дома, а значит мы больше и лучше можем себя услышать. Также обращаю ваше внимание, что сегодня очищение происходит на всех уровнях. Поэтому, если у вас есть желание сегодня поплакать, кому-то излить свою душу, поговорить о каких-то проблемах, это полезно сегодня. И рекомендуется уединиться и понаблюдать за своими внутренними трансформациями. Что же касательно настроения, то сегодня оно может достаточно сильно меняться, поэтому следует избегать конфликтов и ссор. Также сегодня вы можете приблизиться к своим целям, к своим мечтам, задачам, если примете изменения этого дня. И аффирмация, которая вам поможет в этот день, 5 февраля, в субботу, звучит следующим образом. Я сильная, независимая и уверенная в себе личность. Я свободно дарю и принимаю любовь. Я воплощение изобилия и успеха. Я воплощение здоровья. Давайте мы с вами немножко и порадуемся. Почему? Потому что Меркурий начал прямое движение. Плюс общая обстановка будет бодрая и даже хорошая. Поэтому бурлящий адреналин вынуждает нас к напряженной чрезмерной деятельности. Но мы, как уже сказали ранее, все-таки нужно быть немножко осторожнее. Также обращаем ваше внимание, что вечером будет необходимость решать будут какие-то серьезные, какие-то перспективные вопросы. И здесь очень важно делать смелые шаги и предъявлять свои правила, давать импульс именно рабочим задачам. И сегодня, 5 февраля, по народному календарю, день Агафья Полухлебника. И в этот день ни в коем случае не нужно лениться. Этот день обязательно проведите в работе, приложив максимальные усилия для реализации задуманного. Также сегодня нельзя танцевать, иначе считалось, что святой Агафий разозлится и навлечет всякие неприятности. Также старайтесь сегодня не посещать танцевальные кружки и также не старайтесь идти на вечеринки и в ночные клубы. Также сегодня ни в коем случае в вечернее время не смотрите на падающие звезды по народному приметам, это ни к чему доброму вас не приведет. Ну, а 5 февраля, если вы нашли деньги, то ни в коем случае не забирайте их себе. Эта народная примета говорит о том, что иначе придется целый год жить в долгах, занимая то у одного человека и отдавая другому. Также 5 февраля наши предки в этот день пекли пироги. Не просто пироги, а именно с куриной начинкой. Для того, чтобы разделить между всеми членами семьи. И считалось, что тогда в доме поселится и счастье, и достаток. Также, как мы уже говорили ранее, не нужно сегодня ссориться, ругаться, особенно это касается родных и близких вам людей. Также сегодня не жадничайте и отказывать в просьбе не нужно, иначе вы можете счастья своего лишиться. А вот приветливого и щедрого хозяина ждет счастье и крепкое здоровье. Ни в коем случае сегодня нельзя оставлять и свой дом в беспорядке. В этот день православные христиане, обращаем ваше внимание, посвящают этот день и это время уборки в своем доме. Считается, что таким образом чистится не только жилище, но и душа. Кроме того, по народному календарю сегодня один из самых подходящих дней для работ по дому. Помним, суббота. И с помощью уборки вы можете привлечь в свой дом денежную прибыль, любовь и здоровье. Поэтому убираться лучше всем членам семьи. И в субботу все вокруг должно быть чистым. И дом, и одежда, и тело. Поэтому в этот день не стоит связываться с работой, которая сулит извозиться в грязи. Поэтому в субботу сегодня возьмите и займитесь уборочкой. Обязательно проведите уборку. И когда вы сегодня будете убирать, говорите следующие слова.
Когда вы будете выбрасывать, например, мусор, именно какие-то отходы, все, что касается с мусорным ведром, то говорите следующие слова. Уходят отходы, приходят доходы. А если вы сегодня, 5 февраля, будете выбрасывать какие-то вещи, какие-то предметы, которые вам уже не подходят и не нужны, скажите следующее. Старое уходит, новое приходит. А вот когда вы сегодня будете убирать, именно мыть полы, протирать пыль, пылесосить, веником заметать, скажите следующую фразу. Я пространство очищаю, в жизнь богатство, успех, удачу я получаю. И обращаю ваше внимание, если вы в субботу не планировали вообще заниматься уборкой, а решили там отдохнуть или пойти в гости, возьмите хотя бы на 5 минут, сделайте влажную уборочку или протрите пыль. И обязательно скажите вот эти слова. Я пространство очищаю, в жизнь богатство, успех, удачу я получаю. Обязательно эту практику проведите именно 5 февраля. Друзья, мы всем желаем прекрасного субботнего дня и вечера. Надеемся, вы в это проведете время ярко и в кругу самых любимых и родных вам людей.